Triggers not to hold on, yo, it's to let go. That it is to move on, every day improve on. Reach your goals and keep on. Привет, 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 песеры, с вами Морж. Пятница у нас на календаре, а значит самое время пооткрывать эпиков. Тем более новых эпиков, появились они у нас сегодня, что удивительно. Обычно, вы знаете, все это дело завозят по четвергам. Появились у нас жапанцы и появились у нас Кан, Карлос и Неста. Из тех ребят, которые, я думаю, будут многим интересны. Плюс на этих всех эпиков есть вот этот типа усилитель навыка. Я уже, в принципе, вчера говорил в своем видео. Не вижу смысла, в принципе, в этом усилителе. То есть, они придумали фигню, которая вообще абсолютно не нужна. Если бы этот усилитель был отдельной карточкой, да, там, ну, как токеном, и я мог его использовать на каком-то другом игроке, я бы понял. А здесь я не совсем понимаю. Итак, Кан у нас 99-й, Неста 98-й и Карлос 98-й. Но, как я понимаю, плюс 3 там еще можно будет получить, а иногда даже плюс 4 можно будет получить от хорошего навыка тренера. Вот. Сейчас у нас бонусы в игре именно от навыка тренера зависят. Ну и плюс сам пак, кроме эпичных игроков, сюда, как вы видите, добавили просто карточки спецвыпуска, что... Я, по-моему, говорил неоднократно, что это хорошо, что это нормальная идея Konami, что это стоит добавлять. И вот, видимо, потихонечку до них доходит, что это стоит добавлять. Вот он этот усилитель. Прошу прощения, я забыл выключить телефон. Вот он, этот усилитель. Зачем он, я, если честно, не знаю. То есть можно было просто зачеркнуть это, не выдумывать... третье колесо для велосипеда, да, а просто вот так же раскидать статы, то есть, ну, типа, у нас нет такой изначальной карточки, чтобы была вот просто карточка, а вот карточка с усилителем, у которой там плюс 2, плюс 2, плюс 2 добавлено к навыкам. А типа, если нет изначальной, то почему это не может быть простой карточкой и не выдумывать никаких усилителей? В общем, я не знаю, возможно, у Konami какой-то хитрый план, как это потом все дело развивать. Да, кстати, вот эти усилители, которые на эпиках, там написано еще, типа, они работают всегда. То есть, как я понимаю, будут какие-то усилители, которые работают в определенных ситуациях. Но это из серии, там, когда Луна в Меркурии, и ты сегодня поздоровался с 4 Андреями, а вот если встретил Олега, то игрок вообще играть не будет. Ну, вот что-нибудь типа такого. Konami такое любят исполнять. В целом, все три игрока крайне хороши. По Кану могу сказать, в конце 23-й части я очень-очень много в онлайне встречал именно Кана на воротах. Неста просто крайне приятный центральный защитник с одним минусом в виде не слишком большой агрессии. Это спецкарточка. Это спецкарточка. Давайте, как обычно, 5000 золота, вот эти все дела. Ну и Карлос, и можно его использовать на левом полузащитнике. На левом полузащитнике я бы его и использовал, вот, потому что все-таки в защиту он умеет не особо хорошо. Но у него прекрасная подкрутка, у него прекрасная сила удара, это нужно где-то использовать, а на левом полузащитнике он явно у вас будет чаще оказываться в атаке и сможет использовать свои сильные стороны, в общем-то, принося вам радость. Такс, да, напоминаю, что если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт, то в описании, в закрепленном комментарии ссылка на мою личку в Телеграме, можешь написать с этим всем делом, я тебе могу помочь. Кроме этого, там ссылка на мою группу, где я просто публикую новости, и ссылка на чат, который сейчас идет именно под моим контролем, так сказать. Вот если раньше были не мои чаты, но в хороших мы были дружеских отношениях, то сейчас это именно мой чат. Второй пак, да, надеюсь, я тут, конечно, раскатал себе губу на эпика. Нет, снова спецкарточка, но 2 подряд спецкарточки за 100 голды мне выпадает. По самим эпикам сменился у них дизайн, как по мне, стало выглядеть достаточно симпатично, то есть вот сам дизайн карты. Но опять же, вот у меня вопросы по этому усилителю абсолютно бесполезному. Как-то это все дело, ну, не знаю, не очень приятно. И, конечно, у меня вопросы к Konami, а почему сегодня ввели этих эпиков, если нужно было вводить вчера? Они не успели опять что-то, они опять что-то прощелкали, я, если честно, даже не знаю. Вот. Короче, вопросов больше, чем ответов. По самой игре хотелось бы сказать, ребят, честно, пока я ее не понял. Вот пока я ее реально не понял, то есть вроде как что-то изменилось, я себя не совсем комфортно чувствую на поле, но при этом вроде и неплохо, а вроде и графиком быльцо, и как-то, типа, хочется найти какие-то плюсы вот в тех изменениях, которые произошли, а пока что, к сожалению,
найти их не получается. По обзору на этих эпиков, ну если мне, конечно, кто-то выпадет за 50 попыток, да, тут не 5000 золота, тут 50 попыток. Первую десяточку я, пожалуй, открою по единичке, потом закину 10, например. Ну вот, как-то так. По обзору на этих эпиков, скорее всего, его не будет, даже если мне кто-то выпадет, потому что сейчас больше гораздо разговоров о Месси, которого можно гарантированно купить за 1500, к которому гарантированно идут еще 10 игроков, то есть спецвыпуски, и это крайне выгодно. Сам я пока что за него не играл, я надеюсь, ну, по крайней мере, планирую сделать этот обзор завтра, вот, но по тем отзывам, которые в чате, от ребят, которые уже купили, уже накатали какое-то количество матчей за него, его прям хвалят. Его прям хвалят, но в принципе и в прошлой части у нас были подобные пакеты, я думаю, вы помните Месси от Аргентины, какой-то Месси от ПСЖ, да, вроде ж от ПСЖ, вот, и они тоже были прям хороши, и типа за 1,5 гарантированный эпик с гарантированными 10 игроками спецвыпусков, по-моему, это очень даже неплохо, вполне себе выгодное предложение, поэтому, так сказать, надо брать. Ладно, давайте закинем 10 попыточек, может здесь, так, полосы нет. И есть эпик, есть первый эпик у нас на арене. Мой первый эпик за 24-ю часть, да, который выпадает. Такс, кто здесь может быть? Да кто угодно здесь может быть, если здесь Кан. А здесь Кан. То есть в этой десяточке, ну, может оказаться кто-то еще. Ну что ж, Кан, протестируем, конечно, тебя. Блин, карточка смотрится сочно. Ну, как по мне, вот карточка прям смотрится сочно. Очень неплохо. В принципе, с дизайном вот здесь хотя бы, ну, как мне кажется, нормально сделали, не промахнулись. Нет, к сожалению, вместе с Каном никто мне не выпал. Тут у нас только... Ой, кто это? Уругваец. Уругваец опорник, 122 сантиметра, разрушитель, то понятно. Пас присутствует кое-какой. Хорошие статы в защиту на первом уровне. Хорошие статы в защиту. Скорость, ускорение. Да, кстати, по тренерам и вот этому бонусу, который они дают, я, если честно, не совсем немножечко понимаю, как это работает, потому что вот у меня на 2 одинаковых аккаунтах, при одинаковом тренере, при одинаковом стиле игры, стоит Мбаппе, который левый полузащитник, на центральном нападающем, и на одном аккаунте он 101, а на втором аккаунте он 100. Как это работает? Ну, типа, вот прям абсолютно все один в один, все максимально одинаково. Но почему-то на одном аккаунте 101, а на втором аккаунте 100. Иногда у меня складывается ощущение, так, господи, отец, мне... Если я сбросил... Так, ладно, на папу ругаться нельзя, но если я сбросил, то я перезвоню. Иногда это просто выбешивает. Это просто иногда неимоверно выбешивает. Тем более он знает, чем я сейчас занимаюсь. Ну ладно. На отца ругаться нельзя. Он с хорошими побуждениями. Но что-то постоянно так вовремя, когда я записываю, как будто чувствует. Как будто чувствует, когда эти хорошие побуждения нужно так сказать, влепить. Ладно. Докручиваю я уже паки, я сбился вообще с того, что я говорил, но телефон надо ставить на режим полета, потому что вот, вы слышите. И поверьте, следующие 4 часа я буду сидеть, мне вообще никто не позвонит. Вот абсолютно никто не позвонит. А вот в этот момент обязательно еще и 2 раза. Вот если сейчас будет 3, я вообще охренею. Ладно, докручиваем еще 3 игрока по единичке, и потом еще 1 десяточку закинем, ну а вдруг повезет. Вот. По всему остальному контенту, который дали нам в игре, сейчас неплохие номиналки, я вообще говорил про бонус от тренера, сейчас, как я понимаю, много именно от этого будет зависеть, хотя, как мне кажется, формула опять где-то работает, где-то не работает, такое 50 на 50, возможно, появятся тренеры, у которых, сколько там сейчас, по-моему, у Гвардиолы 87, максимальное соответствие, опа, черная, еще 1 эпик, а может и 2. Ну что, за 5 я забираю, не за 5 даже, просто за 50 паков. Я забираю, ну, минимум 2 эпика. По-моему, неплохо, по-моему, покопанинг вполне удался. Так вот, если тренера у Гвардиола 87 сейчас, по-моему, Гвардиолы, а если выйдет тренер какой-нибудь с навыком 95, 97, 99, то, наверное, игроки по логике, по крайней мере, должны получать не +3, +4, а +5, +6. И хрен его знает. Ну, короче, Konami эти системы нужно на самом деле объяснять, и объяснять понятно, чтобы игроки понимали, во что они играют, каким образом они улучшают команду, и чтобы для всех это было доступно. Но вы сами знаете, Konami даже простые вещи иногда объясняют на таком похере, что просто в этом без бутылки, так сказать, не разобраться. В целом, по копанингам я доволен, за 5 я забираю Кана и Несту, Карлос, к сожалению, не выпал. Вполне неплохо. Ладно, пойду делать обзор на Месси, потому что сейчас эта тема
темочка горячая, многие интересуются. Вот, пиши, открывал, не открывал, что тебе навыпадало, с удовольствием тебя поздравлю с хорошим уловом, ну или посочувствую, если улов у тебя поганенький. Полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии, личка для доната, чат для общения, просто канал для узнавания новостей. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.